Ты можешь не загораживать телевизор? Ты должна быть сильной. Кстати, я перед Новым годом купила лотерейный билет. Там миллиард разыгрывали. Посмотри, может быть, мы выиграли что-нибудь. Достал уже. Ты вроде взрослая женщина. Он верит, что может выиграть лотерею. Сколько лет ты их уже покупаешь? Еще ни разу не... 93, 08, 03. Первые 6 цифр совпадают. Ты что, меня разыгрываешь? Нет? Нет. Слушай, серьезно? Первые 6 цифр совпадают. Подумать только. Первые 6 цифр совпадают. Сколько лет ты ничего не выиграла? А сейчас есть вероятность, что мы можем выиграть. А? Ну так а какие 4 цифры еще? Да погоди. Проиграть мы всегда успеем. Нет, ты только представь, а? Выигрыш 75 миллионов рублей. Это же не деньги, это деньжище. Нет, только представить. А что, если бы мы на самом деле выиграли, а? Ух, так ведь это же новая жизнь. Нет, билет твой. А если бы он был моим, то я бы в первую очередь погасил бы кредит за квартиру, плазму, планшет, телефон. Купил бы еще одну квартиру. Для сдачи в аренду отложил бы миллионов 10. Ну, так, на мелкие расходы. Ага. А остальные деньги в банк под проценты. Хотя, раз уж работать-то больше не придется, то можно купить дачный участок возле речки. Ты прав, дачный участок – это хорошо. Да нет, где-нибудь подальше от МКАДа. Только не сильно далеко. Чтобы в Ашан можно было за пивом быстро смотаться. Захотел – пошел рыбачить. Устал рыбачить – пошел грибы собирать. Надоел лес, вернулся на участок, лежишь, загораешь. Ну, тогда можно и о детях подумать. Свежий воздух, ну, природа. Хотя бы не будет дышать этой городской грязью. Да, было бы нам, конечно, хорошо купить такой участок. Не, летом комары замучают. А осенью грязище. Зимой снег чистить надо. Я бы лучше за границу поехал. Всегда мечтал побывать в Париже. Мерси. €10 за круассан? Это же 700 рублей! Да я бы тебе на эти деньги кастрюлю пирожков бы напекла!
Да, слушай, я бы тоже с удовольствием съездила бы за границу. Так какие там последние 4 цифры? Постой ты. Погоди. Зачем мы стоим в очереди в этот музей? Они все одинаковые, везде картины висят. Лучше б в номере сидели, телевизор смотрели. Ну а на кой черт ты захотела поехать со мной? Да потому что ты, кабелина такая, не по музеям бы шастал, а по бабам. Мой chéri, а ведь она в чем-то права. И сколько тебе? Только исполнилось 37. О, la vie ne fait que commencer. Чё? Жизнь только начинается. Тебе лучше путешествовать одному. Заведешь le Instagram, будешь вести блог о путешествиях, молодые лофилос сами захотят составить тебе компанию. Ты посмотри на нее. Какая ей за граница? Она Австрия от Австралии не отличить. Ты ее в клин отвези. Скажи, что это Швейцария. Она и рада будет. Вот только есть одна проблема. Лотика, ведь ее она денежка получит и спрячет от тебя. И еще и пилить будет, что вот ты такой транжира. Здорово, родственнички! Чего у вас здесь в Москве-то? Грязным воздухом дышите? Мы тут вон гостинчиков вам из деревни. Грибки, ягодки всякие. 100 лет же не виделись. Эти французы, тетеньки, дяденьки сами же приползут и начнут клянчить. Говорить, какие вы добрые, замечательные. Противные, жалкие людишки. Если им дать, то они еще попросят, а отказать будут сплетничать, желать вам гадостей. Ты посмотри на него, уже все мои деньги себе присвоил. Да, легко тратить чужие деньги. Нет, я тебе не позволю. «20-20, последние 4 цифры выигрышного билета, а у тебя 12-07. Вообще мимо. Ну мы это пойдем, у нас там в деревне дел столько. Коровы в стрессе, трактор не ехать. Oui, всегда хотел посмотреть жизнь русской деревни. А чё это у нас так грязно, а? Ложки к ногам прилипают. Это еще твоих родственников с деревни не было на праздниках. Потому что в этот миг я подумала, что это никогда не должно кончиться, что вся наша жизнь должна быть как это утреннее пробуждение. Я хочу чувствовать тебя не просто моей, но частью меня, той, с кем я дышу одним дыханием. И единственной угрозой этому счастью может стать вялое безразличие привычки. А потом ты проснулась.
И сонно улыбаясь, поцеловала меня. И я почувствовал, что мне ничего не нужно бояться, что мы всегда будем такие, как в этот миг, соединенные силой, которая сильнее времени и сильнее привычки. Чье это письмо? Твое.